Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю нереально вкусный пирог, вишнево-лимонный с меренговым слоем сверху. Пирог получается очень влажный, сочный, и сверху как будто слой меренгового рулета. Хрустящая корочка у безейного слоя и очень нежная влажная начинка. Пирог готовится из самых простых продуктов, и в конечном итоге получается необыкновенно вкусный десерт. Готовить буду на большую компанию, примерно на 25 порций он будет. Продолжаю серию видео по приготовлению крупных десертов здесь. 5 яиц я разделяю на желтки и белки. Яйца здесь крупные, самого крупного размера. Белки пока отставляю в сторону. Снимаю цедру с одного лимона. Лимон здесь у меня био, не обработанный. И отставляю пока все это тоже в сторону. Здесь 5 яиц. Туда же я добавляю желтки, 5 желтков, щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. И все это взбиваю примерно 1 минуту до получения такой пивной пены. Добавляю сейчас туда порциями 240 грамм сахара и взбиваю всю яичную смесь в общей сложности примерно 5 минут. Должна получиться вот такая пышная побелевшая масса. Дольше взбивать здесь нет смысла. Яичную массу пока я отставлю в сторону. И буду сейчас взбивать сливочное масло. Здесь у меня размягченное сливочное масло 300 грамм. Примерно 2 минуты до побеления. Когда взбила все масло, ввожу это масло порциями примерно по 1 столовой ложке в яичную смесь. И быстро вот так прорабатываю все это миксером. Долго здесь взбивать ничего не нужно. — 150 мл молока комнатной температуры туда добавляю. Просто все перемешиваю миксером. Ничего долго не взбиваю. Добавляю также цедру лимона. Все это перемешиваю. Долго ничего больше не взбиваю. Готовится этот пирог очень просто. Просеиваю туда 450 грамм муки. И также просеиваю туда сейчас 10 грамм разрыхлителя. И на малой скорости миксера я это просто перемешиваю миксером. С боков все это собираю, чтобы все тесто у нас промешалось. И выжимаю туда сок вот этого лимона, с которого мы снимали цедру. Лимон у меня достаточно крупный. Можете чуть помельче брать лимон. И все это просто также перемешиваю сейчас миксером. Ничего не взбиваю. В конечном итоге получится очень гладкое и красивое тесто. Духовка у меня здесь уже разогрета на 200 градусов Цельсия. 500 грамм свежемороженой вишни без косточек. Я добавила туда примерно 2 столовые ложки муки. Вишню здесь не нужно размораживать предварительно, так удобнее с ней работать. Если у вас свежая вишня, то можете свежую использовать. Форма здесь 34 на 24 сантиметра. Также я бока формы промазала сливочным маслом и присыпала все это мукой, то есть сделала французскую рубашку. Разравниваю все тесто. И сейчас выложим всю ягоду туда. Ягоды здесь можете любые кислые использовать, но вот вишня очень хорошо сюда подходит с лимоном. Можете малину использовать. Клубнику брать не советую, потому что клубника слишком сладкая ягода. Выпекать буду сейчас 40 минут примерно при 200 градусах Цельсия. Если вы будете выпекать со свежей вишней, то достаточно время будет на выпечку 30 минут, так как ягода не холодная.
В это время, пока печется пирог, я буду взбивать белки. Здесь у меня вот эти 5 белков весом 180 грамм. Добавляю туда щепотку лимонной кислоты. Если у вас нет лимонной кислоты, вы можете взять 1 чайную ложку лимонного сока. И 8 грамм ванильного сахара добавляю. Белки комнатной температуры. Повзбивала вот так до пивной пены. И добавляю сейчас туда 250 грамм сахарной пудры. Итак, добавила сейчас 250 грамм пудры, повзбивала где-то 3 минуты. Сейчас вам покажу результат после 3 минут, чтобы вы имели немножко представление. То есть 3 минуты это недостаточно. Вот так выглядит масса. Нужно взбивать еще немножко. Еще 1 минуту повзбивала. Вот так еще по прошествии еще 1 минуту выглядит масса. Вот это меня устраивает. Теперь я добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала. Сразу говорю, картофельный крахмал не подходит, нужен кукурузный. Все это просто перемешиваю сейчас миксером на такой умеренной скорости. То есть лопаткой я здесь ничего не вмешиваю. Можно лопаткой вмешивать, если у вас есть желание. Я не вмешиваю. И еще примерно полминуты вот так вот я взбиваю. В общей сложности около 5 минут я взбивала всю белковую массу. То есть все это делается очень быстро. К этому времени у нас уже сейчас испечется пирог. Белковая масса готова. Я достала сейчас пирог из духовки. У меня прошло примерно 40 минут. Шпажка выходит сухая и чистая из центра пирога. Если вы будете выпекать со свежей ягодой, то можно и 30 минут его выпекать. Просто замороженная ягода, она всегда дает более длительное время выпечки. Здесь я переложила меренговую массу в кондитерский мешок. Вы можете просто ложкой ее наносить. Меренговая масса здесь более подвижная, чем если бы мы отсаживали обычное фигурное безе. Поэтому этого не нужно здесь бояться. Не получаются такие идеально ровные здесь завитки из нее. И сейчас всю меренговую массу я наношу на горячий пирог. То есть бояться этого не нужно. Пирог у меня очень горячий в данный момент. И убираю на 15 минут на 180 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Вот так он подрумянился. Очень красивый, очень ароматный получается. Как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу вырезаю пирог сейчас из формы и снимаю с него форму. Этот пирог можно подавать как в теплом, так и в остывшем виде. То есть пирог необыкновенно вкусный, влажный и сочный получается. На следующий день он не черствеет, благодаря вот этой рецептуре. Сейчас разрезаю еще в теплом виде. То есть он уже очень хорошо держит форму. У него очень хороший разрез получается. И порадует как взрослых, так и детей. Пирог очень вкусный, буквально тающий во рту получается. С большим количеством ягод, как я уже сказала, ягоды можете использовать любые кислые. Сверху хрустящая меренговая корочка, затем идет белый слой, как у меренгового рулета, и необыкновенно вкусный сам по себе корж. Получается очень ароматный, с легкой лимонной ноткой. Очень хорошо он надламывается вилкой. Пирог буквально тает во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.